Здорово, бродяги! В последних видео вы часто просили меня сделать обзор на что-нибудь еще. И не просто обзор, а сравнение моей 80-ки с каким-нибудь ее конкурентом. Я решил последовать вашему совету и попробовать сделать видео в стиле легенда против. Назовем это так. За неимением лучшего мы примем 80-ку за эталон внедорожника и будем сравнивать ее с чем-нибудь еще. И сегодня у нас крайне интересный гость. Toyota Land Cruiser 105. В 1998 году взамен комплектаций VX, GX и STD у 80-ки Toyota предложила покупателям разделение на две разных машины. Это сотка и 105-ка. Сотка получила независимую подвеску спереди, а 105-ка осталась мостовой. И люди, которые хотели оффроуда и более жесткой эксплуатации, брали 105-ку, которая имела менее богатое оснащение, но при этом была сделана более кондово и имела только механическую коробку. А те, кто хотел комфорта, статусности и всего вот такого вот, брали сотку, которая уже предлагала гораздо более широкий набор опций. Сюда, на недостроенный подольский гидроузел, на это самое несуществующее Подольское море, мы приехали не просто так. Мы приехали сюда, чтобы действительно сравнить наши машины в условиях оффроуда. Ведь 105-ка это, по сути, прямой потомок 80-ки. Очень много схожих узлов, ну и вообще это идейный преемник. А сейчас, друзья, я хотел бы рассказать вам об одном очень правильном общественном движении. Волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые группами выходили на поиски пропавших людей и на своих автомобилях, зачастую, застревая в лесах, безуспешно пытались найти какую-то помощь для того, чтобы их вытащили. Поэтому волонтеры-джиперы создали колл-центр, который принимает звонки со всех уголков России. И волонтеры в реальном времени с помощью соцсетей находят помощь для людей, где бы они ни находились. Так, за прошедший год было выполнено более 600 заявок, а к отряду Jeep Alert присоединилось более 1500 подготовленных внедорожников. Любите помогать людям? Вступайте в ряды Jeep Alert. Вы получите возможность кого-то спасти, а возможно однажды также спасут и вас. Это абсолютно бесплатно, никаких взносов и комиссий. Проходите по ссылочкам в описании и становитесь в стройные ряды внедорожных спасателей. Итак, что мы имеем? 105-ка, в общем, крепко побитая жизнью на данный момент, тем не менее попавшая в хорошие руки. И она сейчас находится в таком пограничном состоянии между приведением в сток и каким-то тюнингом. Потому что, понятное дело, что если владелец такой машины ездит на оффроуд, ему не хватает стандартного ее состояния, да, то есть небольших там 31-х, 32-х колес, стандартной высоты подвески и так далее. Поэтому на данный момент у нее даже размер резины такой же, как у меня, 265, 75, 16. Тем не менее, это АТ-шки, а у меня она зимняя. Высота подвески у нее чуть-чуть пониже, наверное, чем у моей 80-ки. И у нее есть блокировки, но они не работают. Поэтому мы в абсолютно равных условиях, то есть это механика, это блокировка только межосевая, и это примерно одинаковый размер резины. Да, тип разный, поэтому по снегу я думаю, что все-таки я буду чувствовать себя более уверенно, но тем не менее это мы проверим, опять же, немножко попозже. Сейчас я хочу рассказать вам про то, что у нее внутри. Я говорил про привлекательную цену покупки, и она действительно очень необычна для 105-й модели Toyota.
Владелец купил ее за 400 тысяч рублей. Причем там была такая ситуация, что приехал еще один человек, и они начали торговаться вверх. То есть получился аукцион. И цена с 360 тысяч выросла до 400, когда конкурент отвалился и остался нынешний владелец. Что он получил за эти 400 тысяч? Он получил примерно 400 тысяч пробега, родного пробега, судя по состоянию автомобиля. Ну и в принципе средней ушатности салон, все вот эти вот там треснутые резиночки, это по большому счету не страшно. Из каких-то серьезных проблем здесь это небольшой колхоз там по электрике есть, и это неработающие блокировки. Все остальное здесь, в принципе, в очень неплохом состоянии. Ну да, оно потертое, и какого-то эстета, но оно может раздражать, не знаю, можно так, наверное, сказать. В остальном, да все здесь нормально, все здесь есть. Здесь есть рация, здесь есть магнитола. Это все работает. Работает свет салонный, свет в багажнике. Работают печки, работает... Что? Да больше здесь нечему работать. Ну, приборы все работают. Расположение педального узла. Руль. Регулируется руль-то? Ну да, причем, ну даже, наверное, чуть побольше, чем в 80-ке. Я, в принципе, всегда считал сотку одной из лучших машин, когда-либо вообще выпускавшихся. И это не имеет отношения к какому-то статусу, престижности и так далее. Это просто машина такая, какой она должна быть. Правда, здесь, так же, как и в моей СТДшной 80-ке, есть проблема с дикой нехваткой всяческих подстаканников, каких-то полочек, емкостей и так далее. Этого не отнять, да, это присутствует. Ого, кажется, здесь кто-то погрыз. Ну, дай-ка сниму. Поближе сними. Вот здесь сейчас особенно очень хорошо видно. Такое ощущение, что какая-то собака погрызла эту рукоятку. Именно за это сочетание комфорта и надежности люди и любят сотую модель. Потому что, ну, 80-ка, она уже все-таки объективно сейчас старовата, да? А последним соткам, ну, им типа 10 лет. А это совсем немного для подобной машины, как вы понимаете. Это не 20 и не 25, и даже не 15. 10 лет, это, в общем, любую машину можно купить 10-летнюю, и она будет в нормальном состоянии. А что говорить про Тойоты? По-моему, здесь даже спорить не о чем. Это очень комфортный, очень надежный и, пожалуй, один из немногих автомобилей, который я бы предпочел своей 80-ке. Отсутствие подножек несколько затрудняет вход в машину. Тонировочка. Наверное, меня не видно сейчас, да? Открыть? Нормально. Нормально? Хорошо. Что здесь можно сказать про задний ряд? Он такой же, как в любой Тойоте. Он нужен был, его сделали, вот он есть. Здесь можно сидеть, можно открыть пепельницу и закрыть ее. Здесь приколхожен, но все равно не работающий, потому что вот тут коса, подогрев задних сидений. Тут можно или нельзя выпустить подлокотник, выгнав тем самым третьего пассажира. Но человек, который сидит здесь посередине, он в принципе обречен страдать, по крайней мере в дальней дороге. Поэтому лучше ехать вчетвером и с подлокотничком. И все. Ну, в принципе-то развалиться здесь, конечно, можно, потому что здесь большая ширина салона. Ноги деть, ну мне вот некуда, я сижу вот так, их вытянуть не могу, я даже не могу их запихнуть под сиденье, потому что там, ну, конструкция сиденья такая, что ступня не уходит под него. Нет там вот этой вот свободной ниши. В общем, на обзоре и 60-ки, и 80-ки я уже вам показывал, что задний ряд в Тойоте, ну, он нужен был, его сделали. Он не для того, чтобы возить там постоянно большое количество людей. Он для того, чтобы изредка одного-двух пассажиров перевести на небольшое расстояние. Все-таки это машина для людей, которые ездят на передних сиденьях. Всем известно, что основное назначение 105-ки это все-таки не жесткий оффроуд, а больше экспедиции. Поэтому немаловажную роль играет большой багажник и возможность воткнуть туда спальник. Конечно, это full size, и он туда втыкается без проблем. Давайте сравним, что все-таки лучше, 80-ка или 105-ка в этом плане. Ха-ха, 107, а у меня 110. Высота уже чуть-чуть ниже. Но на самом деле здесь каждый сантиметр он важен, потому что когда у тебя не high-roof, не высокая крыша, как в Discovery или в патрулях старых, где у тебя там, когда не 60 сантиметров места, а, например, типа 40-50, каждые 2-3 сантиметра это важно, потому что одно дело сидеть вот так, а другое дело сидеть вот так. Ну, вы понимаете. Ширина. Что у нас по ширине? Ширина такая же, 150. Глубина. Самая интересная часть. Но она получается даже длиннее. Здесь добрых 190 сантиметров. И это опять же водительское сиденье не сдвигалось вперед.
Итак, что у нас получается? Ширина у машины одинаковая, глубина у 105-ки даже чуть больше, немножко проигрывает она в высоте крыши. В целом багажник здесь по сравнению с 80-очным имеет такую же конфигурацию. Здесь есть розетка 12 вольт, ниши, которые забиты всяким, в общем, пыльным хламом. Да и все, люка здесь нет, ручек сзади здесь нет. Форточки здесь открываются. Ой, звук какой был хороший. Форточки открываются. Кстати, не лазили у тебя форточки? Не пытались скрыть ни разу? Потому что раньше вот машины, у 80-х же после рестайла пошли вот эти сдвижные, вскрывали постоянно. И сотки тоже вот через эти штуки, да, прям... Как ее закрыть теперь? Просто сильнее все. На себя, на нее? Да. Ну, в общем, ее бы смазать. Итак, по технической части. Одинаковые двигатели у нас, одинаковые, по сути, мосты, одна блокировка, только межосевая. Здесь есть лебедка, но она не работает, только добавляет вес. И вот, кстати, вес — это единственное, в чем моя машина серьезно, реально выигрывает. Потому что у меня вес где-то типа 2100-2200, а здесь он плюс лебедка, плюс здесь тяжеленные колеса, может и за 2,5 перевалить. Ну, возьмем, например, что разница у нас 300 килограмм. Это вроде ничего, а на самом деле роль-то сыграть, в общем, может. Базы у машин одинаковые, углы въезда и съезда примерно одинаковые, там разница, там в градус, это можно даже не считать. И теперь можно перейти к самому непосредственно интересному, к оффроуду, к сравнению. Кто же все-таки на бездорожье лучше, 105-ка или 80-ка? Погнали!
Ну что, друзья, я думаю, что на этом серию нашу можно уже закончить. Сейчас мы накачиваем колесо, оно даже не травит по ободу практически. И едем мы сразу домой, а Андрей сначала на шиномонтаж, чтобы ему там уже все сделали как нужно. Полевой ремонт можно считать выполненным. Что же касается соревнования. Кто же все-таки победил? 80-ка или 105-ка? Решать, конечно же, вам. Пишите об этом в комментариях. Лично мое мнение, что это дружеская ничья. Легенда победила, конечно. Да, конечно, она победила. Я думаю, что это далеко не последний эпизод из цикла «Легенда против». Первым оппонентом была 105-ка, и можно сказать, что это ничья. Давайте так и запишем. Ничья. Будем вести подсчет. Кто же все-таки круче, легенда или весь остальной мир? Спасибо, друзья, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Там еще колокольчик какой-то есть, его можно нажать. И каждый раз, когда я буду выпускать новое видео, у вас YouTube будет телебонькать. Что-то я еще хотел сказать, но я уже не помню. Напишите в комментариях, пожалуйста, что вы думаете об этой серии вообще. Чего нужно, чего не хватает, что можно добавить. Может быть, больше технической части. Я специально некоторые моменты убрал, отрезал, потому что иначе было бы, наверное, скучновато, слишком сухо. Поэтому больше драйва. Или наоборот, все-таки вам интересно слушать технические подробности, может быть, даже видеть технические подробности. Пишите. Я все читаю, все комментарии, на большую часть даже успеваю отвечать. Но и мы придем к чему-то, что будет нравиться и мне, и вам. Спасибо, что смотрели это видео еще раз, друзья. Ну а пока.